Весеннее пробуждение природы невозможно без звонких трелей скромной птицы размером с крупного воробья со странным названием зеленушка. Благодаря своему милозвучному пению она известна еще как лесная канарейка, хотя это не совсем удачное название. Дело в том, что птица не любит больших лесов и селится в лесостепной зоне, нередко в непосредственной близости от людей. Узнать зеленушку среди множества других мелких птичек можно по желто-зеленому оперению и крупному клюву. По мощности клюв среди вьюрковых Центральной России занимает второе место после дубоноса. Благодаря крепкому клюву птица может разгрызать очень твердые семена. Вернувшись из теплых краев и заняв участок, самец-холостяк издает однотонные трели приглашения, похожие на звон колокольчика. Настоящие певческие способности он будет демонстрировать, только став семейной птицей. Зеленушка – одна из немногих полностью зерноядных мелких птиц. Она, если и съест какого-то жучка, то это скорее случайность, чем желание разнообразить растительную пищу. Потому и прилетают они ранней весной, когда еще не проснулись насекомые. В это время года охотно питаются цветочной пыльцой, набухающими почками деревьев-первоцветов. Когда поспевают семена, переходят на них. Любимое их лакомство – ягоды можжевельника. Можжевельник также нередко служит для зеленушек домом. Ранней весной, когда лиственные деревья еще не покрылись листвой, птицы строят свои уютные гнездышки в развилках его вечнозеленых ветвей. Могут также построить на туе, еле. Гнездо строит только самка. Самец в это время снабжает ее пищей и поет. Кладка состоит из 4-6 яиц. Насиживает самка одна. Гнездо всегда очень теплое, мягкое, с толстыми стенками. Иногда оно вложено в старые гнезда дроздов, но это встречается очень редко. Вообще зеленушки необыкновенно верны месту. По несколько сезонов подряд строят гнездо на одном и том же дереве. Прячут его так умело, что увидеть ни со стороны, ни снизу невозможно. Но бывают и исключения. Это гнездо птичка опрометчиво построила открыто, на обрезанной короткой ветке. Гнездо, конечно же, вскоре исчезло. С появлением птенцов практически все заботы о семье на самце. У зеленушек, в отличие от других мелких птиц, нет строго охраняемых семейных участков. Самец, заняв территорию, не старается показать себя собственником, встречающим сородичей угрозами. Поэтому весной, вплоть до появления птенцов, визиты соседей – дело обычное. К тому же хозяин участка сам надолго куда-то частенько исчезает. Наверное, наведывается к соседям или ищет корм, за которым порой приходится летать очень далеко. На участке ведь зачастую, кроме удобного для гнезда дерева, ничего съестного нет. Вот и спрашивается, зачем его охранять. Исключение разве что составляет можжевельник, является и домом, и столовой. Миролюбивость зеленушек к соплеменникам дошла до того, что они могут гнездиться колониями, до десятка пар на нескольких соседних деревьях, что встречается крайне редко среди мелких птиц. Кормят родители детей тем, что едят сами, растительной пищей. В отличие от других мелких птиц, у зеленушек очень растянуты сроки размножения. Возможно, слишком ранние кладки, когда еще лежит снег. Иногда в конце апреля в гнезде уже находятся слетки.
И когда у зеленушки птенцы уже подрастают, другие мелкие птицы только ищут подходящее место для гнезда. Вот и Пеночка Тиньковка заглянула в поисках подходящего местечка. В прошлом году у нее здесь было гнездо. Когда птенцам исполняется неделя, самка начинает строить новую чашу, теперь уже на каком-то лиственном дереве, а самец продолжает кормить подрастающее поколение. Родители забирают помет только у маленьких детей. Подросшие птенцы испражняются на край гнезда. Перемена отношения к выносу отходов – явление редкое и наблюдается еще разве что у щеглов и коноплянок. В двухнедельном возрасте птенцы покидают гнездо. Еще неделю отец их опекает, а затем заботится о новом поколении. Молодые зеленушки собираются в небольшие кочующие стайки и до отлета в теплые края держатся вместе. За сезон зеленушки успевают трижды отложить яйца и вырастить птенцов. Если гнезда разоряются, они могут сделать до 5-6 кладок. Таким образом, слетков зеленушки нередко можно встретить в середине сентября. Осенью молодые зеленушки отправятся в теплые страны, чтобы будущей весной вернуться для размножения потомства в те края, где когда-то родились.